Всем привет, дорогие! Вы на канале Школы маникюра Просто. Меня зовут Эльвира, и сегодня мы с вами нарисуем вот такую милую кружку с какао. Такой зимний, приятный, теплый дизайн. Для этого нам понадобится 6 цветов. Это белый, красный, синий, коричневый, бежевый и любой цвет фона. В данном случае я использую голубой цвет. Также для прорисовки такого полупрозрачного облака пара нам понадобится база, которую мы будем смешивать с белым цветом. Итак, первое, мы берем белый гель-лак, тонкую кисточку и прорисовываем силуэт нашей кружки. Он такой напоминает немножко прямоугольник с округленными такими углами. Как я уже говорила, используйте гель-лак белый, который вы уже точно знаете, что будет просыхать при достаточно плотном нанесении. Я всегда рекомендую использовать белый от фирмы Nail Republic. Он хорошо просыхает, хорошо пигментирован, удобно рисовать. Не реклама, просто от души рекомендую. На типсе можете любым цветом тренироваться, любой фирмой. А на клиенте белый гель-лак может скукоживаться, не устаю об этом говорить. Поэтому вы должны быть в своем белом гель-лаке уверены. Итак, прорисовываем силуэт. И отправляем сушиться его в лампу. Далее, после просушки, берем бежевый цвет и аккуратно рисуем тонким контуром, тут не сильно тоненький, все-таки должна быть видимая линия. Мы рисуем ободок, такой должен быть выраженный ободок кружки, и ручку мы рисуем таким бежевым цветом. Если у вас, допустим, нету коричневого цвета, мало ли, там в дальнейшем он понадобится, можете этот же бежевый использовать, смешать его с черным, чуть-чуть красного добавить, у вас получится такой темно-коричневый цвет. Далее мы берем красный, после просушки нашего ободочка кружки и ручки держателя мы уже прорисовываем после этого, собственно, сам цвет кружки, он красный, заполняем по белому. Я уже в видео до этого объясняла, почему важно сначала белым прорисовать силуэт, и только потом уже его раскрашивать. Если мы сразу бы нанесли сейчас красный, у нас бы получилась не красная кружка, а такая грязно-бордовая. За счет того, что фон у нас не белый, а голубой, он бы немножко проглядывал. Было бы не очень красиво. Просушиваем обязательно красный, и только после этого берем коричневый цвет или смесь, которую я до этого вам уже порекомендовала сделать, и коричневым аккуратно прорисовываем, собственно, наше какао в кружке, оставляя чуть-чуть белого. Просушиваем и набираем на чистую кисточку. После каждого этапа мы кисточку чистим, набираем новый гель-лак. Набираем белый гель-лак на собранную кисточку. И такие капли набираем на кончик и ставим вертикально эти капельки. У нас получается такие горошек на кружке. Такая кружка из детства. После этого просушиваем и прорисовываем трубочку. Просто такую делаем белую линию, которая у нас из кружки торчит. Прорисовываем. Далее этот же белый цвет мы смешаем с базой для получения полупрозрачной консистенции, и эту полупрозрачную консистенцию мы наносим как облачко пара, то есть рисуем такой как воздушный шарик над, собственно, кружкой с какао. Просушиваем и далее берем бежевый цвет, которым мы рисовали уже ободок кружки, рисовали держатель, ручку, и очень аккуратно, медленно, не торопясь, мы должны сделать надпись. Любые надписи, как и контуры, делать очень сложно. Следите за тем, чтобы у вас было минимальное давление на кисточку, чтобы кисточка была собрана остреньким носиком, кончик, чтобы был остренький. Минимально берете гель-лака на кончик и очень аккуратно, не торопясь, без нажима прорисовываете каждую буковку. Написали одно слово, просушили,
потому что если, ну и кому-то, возможно, даже будет удобно каждую букву, чтобы просушивать, чтобы если вы следующую накосячили, все вместе не стереть, да, то есть все равно потом мелкие детали стирать достаточно сложно, все равно где-то затенете. Поэтому лучше, если вы совсем новичок, получилось хорошо, просушили, чтобы потом в дальнейшем уже было проще работать. Так вот, просушиваем и продолжаем. В данном случае у меня написано Hello Winter. Вот, я просушила сначала слово hello, потом winter. Написала и просушила. После этого, когда мы все просушили, наши надписи, мы берем белый и прорисовываем контур у нашего облака пара белым гель-лаком. Где-то можем блики добавить. Тут уже ваша душа гораздо, ваша фантазия, что просит. Прорисуем, добавляем белый. И далее этим же белым цветом мы будем прорисовывать снежинки на фоне. Снежинки вы можете прорисовывать, делать какие-то, ну вот прям крестики, да. Можете делать просто точки. Кому-то нравится сердечки мелкие-мелкие поставить. Все это будет уместно, все это будет хорошо смотреться. Я здесь в данном рисунке рисую именно снежинки. Мелкие-мелкие детали. Ну, опять-таки, это не обязательно. Можете просто поставить белые точки на фон. Тоже будет очень симпатично смотреться по-зимнему. И упростите себе весь дизайн. То есть, ну, в плане, что вам не придется так мельтешить. У кого-то не очень хорошо получается изначально прям тоненькие какие-то мелкие детали. Поэтому просто можно поставить точки. Прорисовываем снежинки. И после снежинок, когда мы их прорисуем, мы должны взять синий цвет. Синий цвет смешать с базой. Это нам понадобится для того, чтобы прорисовать тень под кружкой. Тени, как и блики, они придают объем рисунку, делают его более живым, более объемным. Просушили, и вот теперь берем синий, смешанный с базой, как я уже говорила, и под кружечкой аккуратно рисуем тень. Сразу придает объем, жизни добавляет в рисунок. После этого я беру красный цвет чистой кисточкой и прорисовываю полосочки, красные полосочки на трубочке. Вроде бы такой элемент мелкий, но придает сразу какое-то вот новогоднее настроение, праздничное в целом дизайну. Так смотрится интереснее. Просушиваю и покрываю топом. В данном случае использую глянцевый топ, но мне кажется, в матовом тоже будет очень красиво смотреться. Рекомендую вам попробовать в матовом этот дизайн сделать. Вот такая вот прикольная, милая кружечка у нас получилась. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие мастер-классы.